Он рискнул жизнью, чтобы спасти рысь на скале. Но спустя время она вернулась и сделала нечто невероятное. Жизнь Джона Смита, простого лесника из глухих горных мест, текла тихо и почти незаметно. Он вел уединенное существование, рыбачил, собирал ягоды и заботился о своей небольшой хижине, вдали от суеты и людей. Но однажды все изменилось. В тот теплый летний день судьба привела его туда, где он раньше никогда не бывал, на край обрыва. Вокруг было спокойно, как и всегда, но вдруг вдалеке он заметил движение. Присмотревшись, Джон понял, что это живое существо. Подойдя ближе, он различил силуэт рыси. Животное оказалось запутано в сетях и не могло выбраться самостоятельно. Оно отчаянно пыталось освободиться, но лишь сильнее затягивало ловушку. Несмотря на опасности крутой склон, Джон решил помочь. Он осторожно двинулся по узкой тропе, нависающей над обрывом. Рысь была напугана, но, казалось, чувствовала, что человек не причинит вреда. Он тихо говорил с ней, стараясь успокоить, будто она могла понять его слова. Наконец, добравшись до животного, мужчина аккуратно начал распутывать сети. Через некоторое время рысь освободилась и тут же хотела скрыться, но произошло нечто неожиданное. Она остановилась, посмотрела Джону прямо в глаза. В этом взгляде словно читалась благодарность. Затем, немного помедлив, она исчезла в чаще леса. Джон еще долго стоял на краю обрыва, пытаясь осмыслить произошедшее. В его душе появилось теплое чувство, смесь радости и удивления. Он невольно задумался, случайно ли была эта встреча, или все в жизни имеет свой смысл. С тех пор он продолжил жить как прежде, но что-то изменилось. Он заметил, что животные в округе стали вести себя иначе. Они не боялись его, а иногда даже подходили ближе, словно узнавая. И все же мысли о той рыси не покидали его. В ее взгляде было что-то особенное, почти загадочное. Джон начал читать о рысях, изучать их повадки и все больше убеждался, та встреча была не просто случайностью. Однажды, в ясный солнечный день, он отправился в горы. Ничто не предвещало беды, но внезапно земля под его ногами пришла в движение. Начался оползень. Камни и грязь окружили его, не давая выбраться. Он оказался в ловушке, понимая, что сил спастись самому у него почти нет. Мысли путались, и он уже начал смиряться с неизбежным, и вдруг рядом раздался тихий рык. Джон повернул голову. Перед ним стояла та самая рысь. Она словно пришла на помощь. Осторожно, используя когти, животное начало разгребать землю вокруг него. Она действовала удивительно аккуратно, не причиняя ему вреда. Время тянулось бесконечно, но в конце концов Джон оказался свободен. Он поднялся и, не сдержавшись, обнял спасительницу. В тот момент он почувствовал, что между ними возникла особая связь. Нечто большее, чем просто случайная встреча. Позже Джон сообщил о случившемся в службу охраны природы. Специалисты прибыли на место и были поражены произошедшим. История быстро разошлась и заставила многих задуматься о необычных связях между человеком и дикой природой. Вскоре Джон полностью восстановился и начал работать рейнджером в национальном парке, охраняя те самые горы. Он продолжал иногда встречать свою рысь, и со временем она даже привела потомство. Местные жители уважали его за преданность делу и заботу о природе. Со временем Джон Смит стал символом мужества и удивительного единства человека и животного мира. Он продолжал помогать и людям, и животным, а их история стала известна далеко за пределами региона.